Однажды озадаченный муж заметил, что кошка его жены последовала за ней в ванную. Он решил самостоятельно разгадать тайну. Услышав, как захлопнулась дверь, он открыл приложение для безопасности, которое установил на свой телефон. Он никоим образом не был готов к открытию, которое навсегда изменило их брак. Дэвид с легкостью уступил своей жене Кэти, когда она спросила, можно ли им завести кошку. Из-за его долгих рабочих дней в офисе она часто оставалась одна, работая из дома. Он думал, что кошка могла бы составить ей компанию, пока его не было дома. Кэти назвала своего нового друга Рейли. Это была годовалая бирманская кошка, и они сразу же нашли общий язык. Дэвид был счастлив, что у Кэти есть кто-то, кто может побыть с ней, пока он работает допоздна, и его радовало ее восхищение. Но он почувствовал себя неуютно, когда понял, что его жена никогда не расстается со своей новой кошкой. Он подумал, не ревнует ли он ее к кошке. Дэвид, консультант по бухгалтерскому учету, был трудолюбивым работником, готовым работать столько часов, сколько необходимо, чтобы обеспечить Кэти жизнь, о которой она мечтала. Он очень любил ее, и его любимым занятием было видеться с ней по возвращении домой. Кэти любила Дэвида не меньше, но он никогда не догадывался, чем она занималась, пока он был на работе. После нескольких месяцев напряженной работы Дэвид был вознагражден повышением, которое позволило ему перейти в консалтинговую команду с большим количеством сотрудников, что означало, что он сможет работать меньше часов и приходить домой раньше. Он с нетерпением ждал возможности поделиться с ней новостями и отпраздновать вместе, надеясь удивить ее, придя пораньше. Однако он не мог предвидеть, к чему приведет вмешательство в распорядок дня. Кэти. Дэвид тихонько вошел в парадную дверь, надеясь застать Кэти врасплох. Хотелось надеяться, что Рейли не разрушила его планы, выбежав ему навстречу. Но, похоже, дома никого не было. Дэвид услышал шум воды в душе. Он расслабился, ругая себя за то, что забыл заглянуть в ванную. Она не исчезла, она просто принимала душ. Однако, когда он приблизился к ванной, он услышал голос. Это была Кэти, но он не мог разобрать слов из-за шума душа. Он подошел поближе, чтобы снова прислушаться, но услышал только плеск воды. Когда он подождал, пока все прекратится, то крикнул: «Милая, я дома!» В ответ раздался внезапный треск, а затем что-то похожее на мяуканье. «Ты в порядке?» «Да, я буду через минуту», — слабым голосом отозвалась она. Она вышла из ванной вместе с Рейли, которая выглядела потрясенной. Неужели он так сильно шокировал ее? «Почему ты так рано вернулась домой?» — спросила Кэти, и Дэвид поделился новостью о своем повышении. Ее вялый ответ и робкая улыбка сбили его с толку. Он продолжал думать о голосе, который слышал. Его. Любопытство взяло верх, и он спросил Кэти, разговаривала ли она с кем-то в ванной. Она на мгновение встретилась с ним взглядом, прежде чем поспешно отвести взгляд. «Это только для Рейли», — заявила она. Дэвид посмотрел на нее с сомнением. «Она оберегает меня, когда я остаюсь одна», — добавила она. Если она хотела, чтобы кошка охраняла ее, то почему заперла ее с собой в ванной? Первые дни на новой работе Дэвида тянулись медленно, пока он привыкал к новому распорядку. Приходить домой пораньше. Не облегчало ситуацию и то, что Кэти по-прежнему брала Рейли с собой в ванную, хотя Дэвид был дома. Он по-прежнему регулярно слышал ее голос, когда она принимала душ. Она утверждала, что это была всего лишь Рейли. Но по мере того, как она, казалось, отдалялась от него, сомнения все глубже закрадывались в его сознание. Дэвид также обратил внимание на изменения в обычном поведении Кэти. Она казалась озабоченной и тревожащейся, забывая выполнять простые задачи, такие как оплата счетов или покупка продуктов. И, видев это слишком часто, Дэвид решил, что пришло время повысить безопасность их дома. Он купил камеру для записи дверных звонков,
которая не только фиксировала каждого, кто подходил к ней, но и оповещала о том, что входная дверь открыта. Он надеялся, что эта мера предосторожности поможет Кэти чувствовать себя в большей безопасности. В конце концов, это только усилило его беспокойство и замешательство. На следующий день, когда он был на работе, Дэвид получил на свой телефон сообщение о том, что входная дверь открыта. Он посмотрел на камеру и увидел, как Кэти выходит из дома с Рейли на поводке. Он расслабился, предположив, что она просто вывела кошку на прогулку. Прошло несколько часов, прежде чем он получил еще одно уведомление о возвращении. В тот первый день он предположил, что она просто выполняла какие-то поручения. Но когда это стало происходить регулярно, ему стало не по себе. Не желая сидеть сложа руки и выставлять себя дураком, Дэвид решил в тот вечер поговорить с Кэти на чистоту. Пока он ждал, пока она выйдет из ванной, Рейли, как всегда, была рядом с ней. «С кем ты там разговаривала?» — спросил он. Кэти смущенно присела на их кровать, прежде чем ответить. «Разве мы это не обсуждали? Это всего лишь Рейли». В ее тоне нарастало раздражение. Дэвиду ее оборонительная позиция показалась подозрительной, и именно тогда он понял, что молчание его жены было вызвано не избеганием, а ее растущим гневом. «О, теперь ты за мной следишь?» — возразила она в его сторону. Дэвид не мог поверить, что именно на него кричали, в то время как она вела себя подозрительно. Дэвид выбежал из спальни, его чувства были задеты. Боль подтолкнула его к тому, чтобы выяснить раз и навсегда, что она прятала в ванной. Но верны ли его подозрения? Дэвид спал на диване в ту ночь и на следующее утро ушел на работу, не сказав жене ни слова. Но пока он сидел на совещаниях, размышляя о чем-то своем, у него возник план. По дороге домой он зашел в магазин средств безопасности и купил небольшую камеру наблюдения, которую можно было легко спрятать. Той ночью, когда Кэти уснула, он отнес ее в ванную. У него был прекрасный обзор всего этого, и он мог слышать все, что она говорила, даже когда вода была включена. На следующий вечер он с тревогой наблюдал, как Кэти и Рейли направляются в ванную. Дэвид открыл приложение для наблюдения, подключенное к камере. Его рука дрожала, когда он держал маленький экран, наблюдая, как меняется его жизнь на глазах. Сначала в прямом эфире не было ничего необычного. Кэти положила телефон на стойку и пошла в душ. Рейли устроилась рядом. Но внезапно она подошла к душевой кабине и замяукала. Раздался голос Кэти. «Полотенце, Рейли». И умная кошка принесла ей полотенце. Дэвид наблюдал, как его жена села на пол рядом с душем, а Рейли взяла что-то со стойки, как раз туда, куда Кэти положила свой телефон. Она собиралась кого-то позвать? Он был застигнут врасплох, когда узнал предмет. Это был оранжевый пузырек с таблетками. «Хорошая девочка, Рейли. Можешь принести мне воды?» Верная кошка послушно выполнила ее команду. Дэвид наблюдал, как Рейли легла у ног Кэти, пока она принимала таблетку. Ее тело было напряжено. Он осознал тревогу, которую приписал ее страхам за свою безопасность. Он понял, что она говорила правду, но Рейли принесла ей совсем другую безопасность. Его переполняло чувство вины из-за того, что он подозревал ее в неверности, в то время как она явно страдала от чего-то в одиночестве. Но его ревность быстро переросла в беспокойство за жену, и чувство вины отошло на второй план. Обеспокоенный муж с нетерпением ждал, когда Кэти выйдет из ванной. Дэвид подскочил, чтобы поддержать пошатнувшуюся жену. Он осторожно подвел ее к кровати, где они сели рядом, держась за руки. Он терпеливо ждал, когда она что-нибудь скажет. «У меня хроническое заболевание», — призналась она. «Рейли — моя служебная кошка. Она обеспечивает мою безопасность. Именно поэтому она всегда со мной». Дэвид глубоко вздохнул. «Это называется синдромом постуральной ортостатической тахикардии», — продолжила Кэти.
У меня как будто учащается сердцебиение, когда я перехожу из положения сидя или лежа в положение стоя, или если я слишком долго стою. Тогда я могу упасть в обморок. Рейли может определить, когда у меня учащается сердцебиение. Она рассказала, что ее длительные отлучки из дома обычно были связаны с посещением врача или иногда с дополнительной тренировкой служебной кошки с Рейли. Чувство вины и беспокойство Дэвида затмили весь гнев, который он испытывал по отношению к ней. Он пообещал ей, что она для него важнее всего, и что он всегда будет рядом, чтобы поддержать ее. Он сократил свое рабочее время и посещал с ней каждый прием у врача, изучая ее состояние, чтобы распознать все признаки и симптомы. Он стал лучше понимать роль Рейли, и между ними быстро установилась связь, основанная на их любви к Кэти. Дэвид был благодарен за то, что у его жены была Рейли, когда он не мог быть рядом с ней. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны на него, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.